Всем, это новое видео. Давно я не появлялся уже на связи. Я тут за границу ездил в запой. Я думаю, многие этот город посещали. Ладно, это все шутки. Знаете, что это такое? Уверен, что знаете. Да и с названия ролика уже вы все поняли. Сегодня я буду делать профилактику свечей накала. Есть очень большая проблема с ихней заменой, когда люди ездят 7 лет их не меняют, хотя у них ресурс не очень большой, менять их надо на самом деле частенько, никто этого не делает. Я вот поменял ролик о замене, понятное дело, есть у меня на канале, я оставлю ссылку. И вот каждый год теперь я их выкручиваю, ложу новую смазку на резьбу и закручиваю обратно. Сегодня я решил этим заняться, поскольку это видео должно было выйти еще в прошлом году, не конкретно это, а эту профилактику я делал год назад, но по техническим причинам видео было утеряно, и сейчас спустя год я делаю эту процедуру еще раз, но для вас это будет первый раз. Лично мое субъективное мнение, это надо делать каждый год. Вот если свечи нормально выкрутились, как у меня, я их выкрутил, вот они старые. Они, кстати, рабочие, с ними все в порядке. Но я поменял на новые. Вот. Если они выкрутились, то каждый год, я думаю, что не составит труда выкрутить 4 свечки, положить новую смазку и закрутить обратно. Значит, что касается смазки, сейчас все увидите, это будет бронзовая, по-моему, высокотемпературная смазка от минус 35 градусов до плюс 1100. Ее я уже 2 раза ложил. Первый раз это когда менял, ставил новые. Второй раз в прошлом году, когда я просто выкручивал и закручивал. Ну и сейчас будет 3-й раз. Соответственно, посмотрим, как они выкрутятся. Страха такого большого уже нету, хотя такие волнения маленькие есть. В общем-то, хорош ля-ля. Пойдем под капот. Добро пожаловать под капот. Первым делом надо поснимать фишки. Одна. Перепутать их нереально. Они по длине, в принципе, тут подобраны. И это есть. Процедура, в общем-то, вообще не сложная. Самое главное, чтобы все выкручивалось толково. Так. Вторым этапом хочу немножко повытирать грязище там. Что мне с трудом удастся, конечно. Хоть дуну биологическим компрессором, так сказать. Так, сейчас брызнем немного. Нашел я у себя чисто случайно такой очиститель тормозных механизмов. Я думаю, он мне тут очень должен помочь. Да, вымывает он неплохо. Баллон только большой, неудобный. Главное посадочные места подмыть. Так, теперь я хочу, конечно же, это все вымокать. А то нам тут не надо. Там болото. Теперь подбираю головку длинненькую. Головка на 10 подходит сюда идеально.
Всегда на всякий случай себя перепроверяю. Беру 9, и она сюда уже не налазит. Собрал такую конструкцию на маленьком воротке. Большим я не люблю такие вещи делать. И будем срывать с чувством. Тут очень важно чувствовать. Может, такой длины и не надо. Укоротимся. Короткий вороток беру для того, чтобы большим можно большое усилие приложить, а коротеньким получается, что намного лучше чувствуешь. Вот она потихонечку уже вроде как пошла. Так. Есть. Пойдем к этой. Они вот именно не срываются, а постепенно так потихоньку идут. Это мне нравится. Надеюсь, что электроды там не поостаются внутри, а откручивается полностью вся свеча. Ну, с таким усилием на маленьком воротке, я думаю, что именно так и должно происходить. По чуть-чуть, потихоньку. Спешка тут не нужна. И последняя. И последняя тоже сдалась. Теперь они должны все повыкручиваться без особых проблем. Этим и займемся. Так, первая есть. Остальные выкручиваю по аналогии. И не обязательно, конечно, но я буду раскладывать по цилиндрам. Вот, кстати, видно, что она рабочая по характерному вот такому вот цвету ее наконечника. Смазка, как вы видите, еще остатки старой есть. Но я буду ложить новую. Так, как мы видим, все свечи извлечены. Отверстия у нас пустые. Вот они, все 4 свечи по цилиндрам. 1, 2, 3, 4. По нагару вот этому характерному видно, что все рабочие. Все работают. Собственно, это была самая основная часть, самая стрёмная, чтобы они не поломались. Видим на некоторых следы старой смазки. Да на всех, в принципе, она есть. Сейчас задача очень простая. Очистить все свечи, сделать чистенькими, положить новую смазку и закрутить их обратно. Собственно, для этого у меня есть динамометрический ключ с усилием 15 ньютонов, не килограмма, ньютонов. Меня исправили. Раньше я думал, что это одно и то же. Это не одно и то же. Ньютоны и килограммы — это разные вещи. С усилием 15 именно ньютонов. Ну, до этого мы дойдем чуть позже. Сейчас чищу свечи и ложу новую смазку. Свечи я очистил. Вот такую смазку буду использовать. Не реклама, а просто она не прикипает и проверена. Бронзовая смазка. Температура, уже говорил, от минус 35 до плюс 1100 градусов. Хочу немножко рассказать, почему обламываются свечи накалом. Принцип затяжки у нее очень простой. Вот тут вот есть каемка. Она упирается в блок вот этим вот угловым срезом. И резьбой мы втягиваем, получается, и тут создаем герметичность.
уже с цилиндром. Соответственно, если их долго не менять, то вот эта каемка прикипает просто к стенке блока. И когда мы крутим вот тут вот по граням, она где-то в этом месте просто скручивает себе голову. И получается, что вот эта резьба у нас остается вместе с каемкой, а вот тут вот оно обламывается. Для этого очень важно, первое, затягивать 15 ньютон-метров усилия. Таким образом создастся герметичность и не будет излишнего усилия для прикипания. То есть в этом узле это очень важно, динамометрический ключ. От балды закручивать не надо, это неправильно. Из-за этого потом могут быть большие проблемы. Вот как-то так. Сейчас мажу и ставлю обратно в блок свечи. Так, все свечи в блоке закручены просто от руки до упора. Теперь берем динамо-ключ и нам останется обтянуть и одеть фишки. Вот он, мой динамометрический ключ. Находим шкалу. Что тут написано? Ньютон-метр. И выставляем на 15. Сейчас как раз на 15 у меня и выставлен. И обтягиваем свечи. Так, поехали. Примером будет вот эта свеча. Тянем легонько. Сейчас я подопру тут, чтобы наискос не шло. До характерного щелчка ключа. Стремно, конечно. Уже где-то скоро. Так, сейчас я перепроверюсь. Так, все верно, 15 ньютонов. Опа, есть. Вот этот щелчок нам говорит о том, что свеча зажата с усилием 15 ньютон-метров. Проделываем такую же процедуру со всеми остальными. Попасть не могу. Можно это делать смелее, но если бы это делать каждый день, то можно и смелее. А так стрёмно как-то. И осталась последняя. Все, свечи обжаты таким вот нехитрым способом. Одеваю фишки в обратном порядке. Так, это у нас была крайняя, насколько я помню. Ладно, с теми займемся позже. Это у нас отсюда. Это отсюда. Такой щелчок характерный должен быть. Это у нас рядышком так и висит. Когда одеваем, щелчок такой. Оп. Это означает, что она защелкнулась. Самая сложная вот эта свеча, 4-я, геморная, тут датчик стоит, куча проводов, короче, неудобняк. О, вроде, да, есть щелчок. Я еще потом еще раз прохожу по этим ножкам, поддавливаю, все, порядок, ничего не забыли. Собственно, тут все, такая вот процедура. Советую ее, конечно же, делать каждый год, максимум 2 года.
Сейчас, конечно же, пойдем запустим машину, проверим, все ли в порядке, нету ли никаких ошибок. Включаю зажигание. Так, вольтаж. Что у нас с вольтажом? 11,6, прекрасно. Уровень масла в порядке. Запуск. Все отлично, как с добрым утром, с полтычка. На этом, друзья, все. Такая вот процедура, такой видосик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.